Здравствуйте! Сегодня снимаем очередной ролик. Это Дарья любезно согласилась поучаствовать в съемках наших и побыть моделью и пациентом. Так что она профессиональная танцовщица, и сегодня мы будем заниматься с ней мануальными техниками и показывать, как что делаем. Снимаем диагностику у Дарьи. Правое плечо выше левого с лопаткой поднято. Вот для большей наглядности показываю. Вот правое выше, левое ниже. Углы лопаток. Дальше здесь по углам плечей смотрим. То же самое. Вот палка. Угу. То есть это гипертонус по правой стороне мышечный больше, и все стягивается у нее к позвоночнику, и плечо, и лопатка подтягивают мышцы. Сейчас проработаем мышцы, массаж сделаем Дарье, потом буду показывать, как вправлять. Массаж снимать не будем. Сейчас будем снимать функциональные блоки в поясничном отделе и дальше выше в грудном отделе. Вот. Правая сторона, видно, она выше, чем левая. Приподняты ребра. И это как раз то, что говорилось в начале при диагностике, что по правой стороне тонус мышц больше, чем по левой. Из-за этого асимметрия. Сейчас поясничный отдел. Чуть-чуть подвытягиваем позвонки вот таким образом. Берется таз, рука, и вот нижние ребра, как раз сочленение нижних ребер и позвонков грудных вправляется, и таз здесь хорошо при такой манипуляции вправляется. Ух ты! Было круто. Аналогично и с другой стороны. Ставим руку на ребра, фиксируем, и таз приподнимается. Хорошо. Сейчас занимаемся поясничным еще отделом. Вот вправляются, когда гиперлордоз поясничного отдела. Такие вещи желательно не делать, у нее с этим все в порядке, поэтому можно это проделать и расслабьте полностью. Ага. Хорошо. И аналогично с другой стороны. Угу. Таз еще можно, сейчас ножку вот так, таз еще можно вот так вправлять. Прекрасно. Тазобедренный сустав вправляется вот так вот. Хорошо. Голеноскоп вот так вот расслабляем и вправляем. Здесь то же самое. Хорошо. Грудной отдел можно вправлять и так. Вот крест-накрест руки и фиксация, и надо на расслабленном состоянии делать это, либо на вдохе, либо ловить расслабленное состояние. Можно так вправлять, вперед кулаками, можно так, и еще можно вот так. В общем, хорошо. И тут сама проблема, которую мы обнаружили в плечевом поясе. Вот мы ее сейчас таким образом будем устранять. Берем плечо, фиксируем руку и вытягиваем. С другой стороны.
Вправление шейного отдела. Вот как раз вот эту мышцу тянем. Плечевой пояс и шея. Покачали. Правильно. В другую сторону также. Так. Покачали. Правильно. Сейчас ручки за голову, замочек. И вправляется верхний грудной отдел. Таким образом. Как раз плечевой пояс от этого вытягивается. Вот так. Good. Данным трастом устраняются блоки функциональные и очень хорошо плечи и грудной отдел, верхний грудной, прямо раскрывается. Сейчас ручки за голову, замочек, локти вместе. И это нижний грудной. Нужно чуть-чуть присаживаемся, выпрямляем позвоночник. Хорошо, все. Ничего не надо. Данный трасс зависит от того, какой угол будет ноге и что, то и вправляется. То есть вот здесь фиксация идет, человек чуть-чуть от назад, и вот таз докручивается туда. Здесь пока все в порядке. Расслабляемся. На другом боку то же самое для симметрии. Чуть-чуть было. Шейный отдел вправления. Находим функциональный блок, то есть вот ограничение подвижности головы. Вот он. Расслабьте шею, вот эти мышцы надо расслабить, когда это все происходит, да. Вот так. Чудесно. Правую сторону ручки вдоль положить. И тоже так, хорошо. Расслабленный должен быть пациент. Ищется блок функциональный, где ограничение подвижности, и вправляется. Хорошо ли вам? Да, неплохо. Декомпрессия позвоночника бывает, делают с утяжелением. Можно, если нет утяжеления, и так делать. Челюсть закрыта, расслаблены полностью. И вот так вот. Ух ты. Вот смотрим после процедуры. Немножко лопатка и еще осталась, но плечо и лопатка все равно получше стала. Вот углы лопаток. Снимаем. Чуть-чуть она выше еще, да, но уже лучше. Плечи вообще уже угол здесь подравнялся. Вот. Поэтому сразу после процедуры чувствуется улучшение и облегчение. Как вы себя чувствуете, Дарья? Настроение стало лучше, легкость, воздушность появилась. Хорошо. Настроение хорошее. Здорово. Одевайтесь. Спасибо большое.